приграничных областях Таджикистана снова наблюдается серьезное обострение обстановки на фоне религиозных противоречий. Последние несколько дней власти фиксируют рост напряжения, связанного с межобщинными конфликтами в нескольких населенных пунктах. Как сообщают официальные источники, поводом послужили противоречивые сообщения и публикации в социальных сетях, вызвавшие возмущение среди представителей разных религиозных групп региона. Жители небольших сел и районных центров, расположенных непосредственно у границы, сообщают о нарастающем беспокойстве из-за возможного обострения ситуации. В этих районах исторически проживает население разного вероисповедания и национальной принадлежности, что делает их особенно уязвимыми перед межрелигиозными конфликтами и провокациями. Нынешний кризис начался после распространения спорных и неоднозначных публикаций в социальных сетях, которые местные жители восприняли как оскорбительные и провокационные. Для стабилизации ситуации власти приняли срочные меры по усилению безопасности на территории конфликтных зон. Сообщается об увеличении количества сотрудников правоохранительных органов на улицах, а также усилении контроля на всех дорогах и пропускных пунктах, ведущих к границе. Несмотря на эти меры, люди продолжают выражать опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, если власти своевременно не примут более эффективные меры для урегулирования конфликта. В ответ на сложившуюся ситуацию официальные власти выступили с публичными заявлениями, в которых подтвердили наличие проблемы и заверили в скором принятии мер для ее разрешения. Уже работают специальные группы экспертов, целью которых является установление причин возникших конфликтов и предотвращение дальнейшей эскалации напряженности. Особое внимание уделяется налаживанию диалога между различными религиозными группами, чтобы устранить взаимные претензии и снизить риск новых инцидентов. Эксперты подчеркивают, что приграничные территории Таджикистана крайне уязвимы к любым волнениям, поскольку здесь расположены стратегически важные транспортные пути и экономические коммуникации. Любой конфликт может привести к серьезным последствиям не только внутри страны, но и ухудшить отношения с соседними государствами, что недопустимо в условиях текущей политической ситуации. Руководство страны обещает приложить максимум усилий для предотвращения подобных сценариев и призывает население проявлять выдержку и благоразумие в этот сложный период. Сами жители приграничных районов активно выступают за мирное разрешение конфликта, призывая друг друга не допускать новых провокаций и не реагировать на провокационные материалы в интернете. Общественные лидеры подчеркивают, что нынешняя напряженность наносит вред всем без исключения, независимо от религиозной или национальной принадлежности жителей. Тем не менее, население требует от властей более решительных мер, утверждая, что без четкого вмешательства центральных органов власти ситуацию будет крайне сложно урегулировать самостоятельно. Правозащитники также обратились к официальным органам с требованием обеспечить прозрачность расследования всех инцидентов и строго наказать виновных в распространении оскорбительных и провокационных материалов. По мнению активистов, именно открытость властей в разбирательствах и объективность в оценках могут предотвратить дальнейшее распространение насилия и конфликтов на религиозной почве в регионе. Власти, в свою очередь, заверяют, что делают все необходимое для урегулирования ситуации и не допустят ее выхода за пределы контроля. Силовые структуры страны объявили, что обстановка в конфликтных районах полностью контролируется правоохранительными органами, и уже проводятся мероприятия по профилактике и предотвращению возможных новых инцидентов. Организованы встречи с местным населением, проводятся беседы, направленные на снижение напряженности и информирование жителей о предпринимаемых мерах. Однако местное население все еще выражает опасения и призывает власти не снижать бдительность, а также активно реагировать на любые попытки провокаций. Независимые аналитики отмечают необходимость срочного усиления профилактической работы и межрелигиозного диалога, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. По их мнению, только комплексные действия центральных и местных властей, направленные на устранение первопричин конфликтов,
смогут обеспечить долгосрочную стабильность в этом чувствительном приграничном регионе Таджикистана. Источники, близкие к ситуации, сообщают, что нынешний кризис в Исфаринском районе возник из-за резкой реакции жителей на публикацию спорных материалов в социальных сетях. Местное население сочло данные материалы провокационными и неприемлемыми, что вызвало значительное недовольство и привело к массовым собраниям. Представители власти уже объявили о начале проверки для выявления лиц, распространивших оскорбительный контент, чтобы привлечь их к ответственности. Особенно громкий эпизод случился накануне в приграничном поселке, где группа местной молодежи вышла на стихийную демонстрацию, требуя немедленной реакции властей на провокации. Несмотря на мирный настрой протестующих, вскоре обстановка накалилась, когда митингующие столкнулись с правоохранителями, прибывшими на место для поддержания порядка. По предварительной информации, в ходе конфликта пострадали несколько человек, как среди участников акции, так и среди сотрудников полиции. Для предотвращения дальнейших столкновений местная администрация приняла решение временно ограничить интернет и мобильную связь в наиболее проблемных населенных пунктах. Данные меры, по словам властей, были необходимы для прекращения распространения провокационной информации и стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Однако такое решение вызвало резкое возмущение со стороны гражданских активистов и правозащитных организаций, посчитавших эти ограничения недопустимыми и нарушающими право граждан на свободный доступ к информации. Религиозные лидеры региона выступили с официальными обращениями, призвав прихожан не допускать насилия и не участвовать в возможных новых акциях протеста. Вместе с тем некоторые из них высказали серьезные претензии в адрес местных властей, подчеркнув, что именно недостаточная оперативность в устранении провокаций привела к нынешнему обострению ситуации. Подобная позиция усилила общественное давление на власти, которым пришлось публично заверить граждан в принятии максимально строгих мер по предотвращению новых конфликтов. На данный момент представители центрального руководства страны активно ведут переговоры с лидерами местных сообществ, пытаясь найти компромиссное решение возникшей проблемы. Власти официально заявили, что все лица, причастные к провокационным действиям, будут выявлены и привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом. Эксперты считают, что именно сейчас крайне важно сохранить диалог и взаимодействие всех сторон, чтобы не допустить усугубления конфликта. Жители Исфаринского района подтверждают увеличение численности силовых структур и введение специальных профилактических мероприятий. Власти активно проводят беседы с населением, объясняя важность спокойствия и предупреждая о последствиях участия в новых акциях протеста или столкновениях. Тем не менее, среди жителей по-прежнему сохраняется тревога. Многие не уверены в том, что предпринимаемые властями меры будут достаточными для полного урегулирования конфликта. Аналитики уже указали на то, что причиной быстрого обострения ситуации стало именно позднее вмешательство властей и недостаточная работа по предотвращению подобных конфликтов в регионе. Они рекомендуют местным органам власти активнее работать с населением, а также своевременно реагировать на любые сигналы возможных межрелигиозных конфликтов и провокаций. Кроме того, силовые структуры страны начали проверку возможного влияния внешних группировок на возникновение и обострение конфликта в Исфаринском районе. Есть подозрение, что данный инцидент мог быть организован специально, чтобы усилить напряженность в приграничных зонах и ослабить социальную стабильность в стране в целом. Центральные власти заявили, что расследование ведется открыто и прозрачно, и пообещали регулярно информировать общественность о его результатах и предпринимаемых мерах по нормализации ситуации. Правозащитники и независимые общественные организации намерены активно контролировать процесс расследования, чтобы не допустить возможных нарушений закона и обеспечить объективность и справедливость разбирательств. На сегодняшний день ситуация в Исфаринском районе остается напряженной, однако местные власти уверяют, что ситуация находится под их полным контролем и предпринимаются все необходимые действия для недопущения новых конфликтов
и полного восстановления спокойствия на территории региона. Население ожидает, что принятые меры помогут предотвратить повторение подобных событий в ближайшее время и обеспечат долговременную стабильность.